что цветет весь мир. Но эти явления происходят только у вас в душе. Девочка в мальчика, или неважно, кому так нравится. Я когда эти слова сказал, мне хотелось сказать, упасть на колени и сказать извини. Я рад вас приветствовать, дорогие мои друзья, на нашем с вами канале. Гениально все очень просто в нашей прекрасной жизни. Каждый человек, когда с утра просыпается, он просыпается в своем внутреннем мире. Задача моя состоит в том, чтобы это напомнить каждому человеку. Вы создаете свой внутренний мир, и никто другой его не должен создавать. Вы должны нести ответственность всю за создание этого мира, а также все, что будет источаться из вашего прекрасного внутреннего мира. На Земле не существует людей. Существуют вселенные и галактики внутри вас, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. Галактика наполнена жадностью. Есть галактики, наполненные любовью. Есть галактики, наполненные «я хочу больше». Есть галактики, да будет на все воля той энергии, которая создала эти все галактики. Это на более разумный способ управления галактикой. Довериться той энергии, которая создала эти галактики и Вселенные. Если вы материалист, вы должны понимать, что этот мир создан кем-то или чем-то. Вселенные, галактики, планеты, все это создано. А также, надеюсь, вы понимаете, что неуправляемых процессов не бывает. Если я стул сделал, то стула не будет. А делающий — это буду я, например, Миша. Также Вселенная, если какая-то энергия это не сделала и не управляет, это невозможно. Соответственно, мы понимаем, что какая-то сила всем управляет. Это должен помнить каждый человек, когда просыпается. Микромир, макромир. Мы можем обрезать ноготь, а в этом ногте миллион галактик, если копнуть там микроскопы иметь. Есть маленькие, есть больше, и все оно подобие одного и того же, матрешка. Наша задача каждого человека – это осознать, что вы являетесь Вселенной, источающим энергию в окружающий мир. То, что вы говорите, вы транслируете свой внутренний мир. Как интересно, я вчера видел пример, от друга выходил. И подъехала машина, мама вышла и сводит ребенка. А рядом сидят ребята, молодежь, девчонки подросткового возраста, веселые, жизнерадостные. У них идет общение, терки там. Ну и употребляют непристойные слова. Мы их ознаменовали, что их употреблять в нашем обществе не надо. Мы им дали оценку, что они будут плохие. И мы же это придумали. Мы же придумали, и мы же поверили. Как Сердючка поет песни. Сам пью, сам гуляю. Сам придумал, сам поверил. Также и эта женщина. Сводит ребенка. Ну, она такая матерая. И она кричит там. А ну прекратите материться. Вы шо, не видите, кто выходит? Ребенок. А ребенок типа глухой и никогда матов от нее не слышал. Как раз вот от нее, которая так разговаривает с другими ребятами.
Чё вы материтесь? Он говорит, там мы даже и не видели, вы только подъехали, выходим, если бы мы видели, мы бы даже успокоились. Но она так возвеличивает своего ребенка, нимб ему готова одеть. Это ее воспитание этому ребенку. Она не уважает всеми другими, что это молодежь, она не понимает, что это нормально. Она даже не понимает, когда она дома с мужем начнет материться, что она загибает палку в 3 раза больше, чем эти ребята. И когда она подрастет, она будет общаться не с этими ребятами, которые будут для нее казаться старшими в этом дворе. Я когда эти слова сказал, мне хотелось сказать, упасть на колени, сказать извините. Но меня вызвала улыбку, извините перед вашим ребенком. Царица и море. Каждый ребенок слышит все маты. Их не надо бояться. Тем более, когда вы их лично употребляете. Ну, сказано ради Бога, все равно все знают. Это не закрытая информация. Если другой человек матерится, не надо другому рот закрывать. Вы просто объясните ребенку, что это не культурно так. А зачем закрывать другому рот? Есть ли у нее на это полномочия такие, что она может закрыть другому рот и сказать, как ему разговаривать? И что она считает хорошим, а что она считает плохим? Просто она озвучила свой внутренний мир. И она считает, что вокруг нее все должны подчиняться ее ребенку. И выражаться в ее величестве очень деликатно, на «вы» и шепотом. Это в такой манере она воспитывает своего ребенка. Соответственно, ребенок вырастет, она это все впитает. Так как дети – это прекрасные губки, которые все впитывают. Даже если вы учите, не учите, они просто губки. Это надо понять и усвоить. Хотите вы этого? Нет. Мы этому не учили. Так как вы себя общаетесь, как вы ведете, вот так и общаются дети. Неужели это тяжело понять? Что посеешь, что пожнешь. Но ведь вернемся к нашим вселенным. Каждый из нас, когда выходит на улицу, мы должны учиться индивидуально отдавать себе отчет, что мы транслируем в окружающий мир. И брать за это ответственность. На себя же. Сам же за свои разговоры несешь ответственность. Тебе нагрубили, ты или прошел, обратил внимание, ты просто услышал, какой мир у другого человека. Надо ли тебе с ним разговаривать? Надо ли тебе отвечать? Ты уже можешь сразу понять, у него внутренний мир тяжелый, грубый, беспардонный или прекраснейший еще какой-либо. Вы ж можете это услышать с первых слов. Неужели надо входить в разговор с тем человеком, который транслирует этот внутренний мир? Нет никакой необходимости. Мы продолжим этот разговор в следующей серии. Я вас люблю, обнимаю, мои дорогие друзья. Всем крепкого здоровья. Уважайте, любите, потому что он ваш индивидуальный. И вы его хозяева. Как вы его настроите, так и будет он у вас работать. Целую, обнимаю. Мужикам рист, девушкам большой человеческий, мужской, обоюдный поцелуй. И деток, и взрослых всех обнял. Всем хорошего настроения. Подписываемся на канал. Впереди будет очень много интересных видео. Я вас всех люблю. Мы его должны строить. Слышите, как кто-то там соседи строят? Вот так мы должны строить наш человек и его внутренний мир, его вселенная, желаний, разочарований. Я когда эти слова сказал, мне хотелось сказать, упасть на колени, сказать извините.